Туристы бывают разные. Одним нужно лазурное море, вторые хотят любоваться природными красотами, ну а третьим – подавай исторические достопримечательности. И всем им будет интересно на этом острове. Нас зовут Рома и Ира, и мы на Кипре. Кипр прежде всего ассоциируется с невероятным лазурным морем. И так оно и есть. Пляжный отдых здесь просто отменный. Но мы, туристы, крайне непоседливые. Поэтому арендуем автомобиль и отправляемся в горы. Досмотрите этот фильм до конца, потому что вас ждет розыгрыш. Кстати, познакомьтесь, это Владислав. Он будет путешествовать с нами. Мы едем из Лимассола в сторону Ларнаки. И наша первая остановка – одно из самых ценных мест острова с точки зрения его истории. Знакомьтесь, это Хиракития. Как предполагают ученые, место, откуда пошла вся земля кипрская. Мы начали знакомство с островом Кипр, с этого поселения совершенно не случайно. Именно в Хираките обнаружены самые, наверное, древние на острове Кипр следы людей. Это примерно 7000 лет до нашей эры. И вот представьте, в тот период они жили в таких вот чудесных круглых домиках. Кстати, интересный факт, что тогда был культ мертвых, и своих усопших родственников они хоронили там же, под полом своих домов. Стоит добавить, что эти дома восстановлены на остатках оригинального древнего фундамента. Вдохновившись видами древности, мы поднимаемся в горы. Следующая наша остановка – деревня Левкара, в которой, наверное, побывал каждый турист, когда-либо отдыхавший на Кипре. Причина такой популярности объяснима тем, что здешние мастера создают удивительные красоты кружева, входящие в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А между прочим, левкаристика – это не просто какое-то рукоделие, а часть национальной культуры. Местные кружева были известны во всем мире еще в Средневековье, и даже один раз здесь закупился Леонардо да Винчи. Da Vinci, he bought from Milano 500 years ago. На создание одного изделия уходят недели и даже месяцы. Кстати, отличительные черты левкаристики – геометрический орнамент, всего 3 цвета – фисташковый, белый и бежевый. А еще это двусторонняя вышивка. Еще в Левкаре с 19 века делают просто прекрасные филигранные серебряные изделия. Только посмотрите, насколько они изысканные, утонченные. Ну да, перед такой красотой сложно устоять. На этой блестящей ноте мы едем дальше покорять местные горы Троодос. Кипр славится своими старыми религиозными сооружениями, а люди здесь в большинстве своем верующие. И, конечно, мы не можем игнорировать этот факт. Поэтому заезжаем в один из горных монастырей острова – Махирас. Он основан в XII веке, и сейчас здесь живет примерно 25 монахов. Но мы движемся дальше по горному серпантину, который становится все круче, а ширина дороги все уже. И, наконец, приближаемся к главной точке программы на сегодня. Это невероятно колоритная горная деревня Фикарду. Запомните это имя. В нашем топе лучших мест Кипра она определенно заняла одну из лидирующих позиций. Итак, Фикарду
Это практически нежилая и сохранившая аутентичность деревня, а в местном музее можно своими глазами увидеть, каким был раньше быт киприотов. В 1987 году деревня получила престижную европейскую премию «Европа Ностра», общеевропейской организации, созданной для защиты культурного наследия природной среды Европы. Местный смотритель провел нам индивидуальную экскурсию по музею, и, признаться, мы были в полном восторге. Только посмотрите, как здесь атмосферно. А вот, кстати, кувшин из тыквы. А вот так выглядят плоды рожкового дерева. Или вот печка, где жители дома готовили мясо. И, конечно же, масса экспонатов посвящена виноделию. Это глиняные кувшины на сотни литров напитка. Винный пресс. Есть даже аппарат для приготовления местного самогона – зивании. А еще в деревне есть весьма занятная таверна, которую держит, очевидно, местная организация любителей тыквы. Друзья, сегодня у нас обед в деревенской таверне, и мы пробуем национальное блюдо. Это офелия, свинина, тушеная в красном вине. Она не прижилась нигде, кроме Кипра. Вот попробуем, что это за блюдо. Офелия оказалась очень жирным блюдом, и полную порцию мы не осилили, но, возможно, где-то ее готовят в более диетическом варианте. И мы отправляемся в обратный путь. И сразу стоит отметить, что дорога в горах – это, конечно же, миллион невероятно красивых видов. Вы встретите массу смотровых площадок. Мы призываем не игнорировать их и сделать небольшой привал хотя бы на одной. Ну а наш маршрут на сегодня не заканчивается. Подъезжая обратно к Лимассолу, мы еще посетили место под названием Белые скалы. Это красивое белое побережье, где модно проводить фотосессии. К сожалению, вечером солнце в этом месте как раз не располагало к суперкрасивым съемкам, но нам все равно оно понравилось. И под занавес дня небольшой лайфхак для любителей морепродуктов. Если арендуете автомобиль, то можете заехать в приморскую деревню Кузиги, которая снискала славу. Говорят, что здесь лучше всего на Кипре готовят рыбу и морепродукты. Возможно, так оно и есть, но мы не проверили. Наших сил в этот вечер хватило только на небольшую закуску. На следующий день мы снова едем в горы Троодос. Первая остановка – творческая деревня Ланья. Здесь собрано просто огромное количество разного рода хендмейд-мастерских, а улицы украшены всевозможными яркими поделками. Но нам бросилось в глаза невероятное буйство зелени в Ланье. После выжженного побережья Кипра местные улочки просто как целебный бальзам. Есть даже легенда, что много-много лет назад во Франции погибли виноградники, и сам король искал достойную лозу, чтобы восстановить французское виноделие, и нашел ее именно в Ланье. Вы только посмотрите, какое здесь торжество жизни. Растения как будто пробивают асфальт. Еще в Ланье есть крохотный музей-мастерская обувного дела. Старый винный пресс.
и приукрашенный следами жизнедеятельности птиц музей Командарии, самого популярного местного вина из изюма. Ну и последнее, что впечатлило нас в Ланье, это прекрасная традиция местных жителей вешать на стены домов старые фотографии своих предков. Кстати, обратите внимание на высокие сапоги местных мужчин. Так они защищались от ядовитых змей, коих на Кипре в свое время было полным-полно. Кстати, говорят, что именно поэтому на острове так много котиков. Еще давно они были завезены сюда, чтобы бороться со змеями. Но двигаемся дальше, а по пути сделаем небольшую остановку у водопада Миламерис, недалеко от деревни Платрес. На самом деле у Платрес два водопада, второй называется Каледония, но Миламерис считается самым высоким на Кипре, поэтому мы выбрали именно его. А мы едем дальше и, наконец, приближаемся к кульминации сегодняшнего маршрута – потрясающей деревне Кокопетрия. Ее историческая часть как будто застыла в Средневековье, и она настолько живописна, что возникает очень сильное желание задержаться здесь подольше, неспешно побродить по этим улочкам и почувствовать себя героем какой-то сказки. Давайте просто полюбуемся. Ну а на обратном пути в Лимассол мы успели навестить еще одну горную деревеньку – Омодос. Она крайне популярна у туристов. А главная причина популярности состоит в том, что именно здесь эпицентр кипрского винного производства. Рядом с Омодосом собрано большое количество виноделин и их магазинчиков, где можно продегустировать произведения искусства из местного винограда. Однако это не все, чем интересен Омодос. Рекомендуем заглянуть в ныне недействующий монастырь Святого Креста, который заложен предположительно более 1500 лет назад. Здесь можно увидеть красивые интерьеры. И множество экспозиций. Ну и напоследок. Омодос переполнен торговлей. Если вы любители поплотнее затаривать чемоданчики, то среди прочего здесь можно купить сладости из виноградного сиропа и орешков, традиционную выпечку, напоминающую сухарики, и красивое рукоделие. Друзья, мы начинаем рубрику «Мелочь, а приятно». Вот это мыло мы купили на Кипре. Одно с оливковым маслом, второе с ароматом розы и третье с ослиным молоком. Да-да, не удивляйтесь, на Кипре действительно очень популярно делать косметику из ослиного молока. Мы разыграем их среди 3 подписчиков, которые оставят нам в комментариях самые интересные вопросы. Итоги подведем в октябре. На этой ноте мы заканчиваем первую часть своих приключений по Кипру. В следующем фильме покажем вам гробницы-лабиринты, место рождения самой богини Афродиты, расскажем про самые вкусные кипрские блюда, ну и еще многое. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи!